Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать вот такую панаму с волнистым краем и с ушками. Я желаю всем приятного просмотра. Сегодня буду использовать пряжу Аделия Мими, и у меня цвет номер 13. На 100 грамм здесь идет 80 метров. И буду использовать крючок номер 6. И одного мотка не хватило, поэтому пришлось докупить второй, не хватило буквально чуть-чуть. Но не переживайте, я что-нибудь еще придумаю из этих остатков, поэтому мы с вами еще что-то свяжем. И вязание мы начинаем с кольца амигуруми. Берем нить и теперь располагаем ее вот таким образом, накручиваем на палец. Далее берем крючок, вводим его в это кольцо, вот таким образом, подхватываем рабочую нить. И теперь из этого круга я вытягиваю короткий кончик. Далее беру уже рабочую нить и набираю 2 воздушные петли. Они набираются следующим образом. Крючок завожу за рабочую нить, подхватываю и вытягиваю через петлю на крючке. Далее опять завожу крючок за рабочую нить и вытягиваю через петлю на крючке. Далее в этот круг нам нужно будет провязать 11 столбиков с одним накидом. Они провязываются следующим образом. Делаем накид, он делается вот так. Далее завожу крючок внутрь круга, вот таким образом, и подхватываю рабочую нить. Теперь на крючке у меня 3 петли. Я сначала провязываю 2, для этого подхватываю рабочую нить и протягиваю через 2 петли на крючке. Теперь у меня осталось 2 петли. Я опять подхватываю рабочую нить и протягиваю через оставшиеся 2 петли. Первый столбик у нас готов. Далее опять делаю накид. Ввожу крючок внутрь круга, подхватываю рабочую нить, на крючке 3 петли, я подхватываю рабочую нить, прохожусь через 2, и у меня остается 2 петли. И опять подхватываю рабочую нить и протягиваю через 2. Таким образом нужно сделать 11 раз, 2 мы уже сделали. И довязываем оставшиеся столбики с одним накидом до конца. Всего должно их получиться 11. Первый ряд провязали, и теперь вот этот короткий кончик подтягиваем для того, чтобы у нас кольцо стянулось. Теперь в этом ряду у нас должно получиться 11 столбиков с одним накидом. Но вот эти 2 петли подъема, которые мы в самом начале с вами набирали, мы также считаем за полноценный столбик. Поэтому у нас получается как бы 12 столбиков с одним накидом. Теперь для того, чтобы соединить вот здесь вязание, мы находим вторую воздушную петлю, которую мы с вами делали в самом начале. Вот у нас первая, а вот вторая. Завожу крючок за заднюю стенку. Теперь подхватываю рабочую нить и прохожусь через петлю на крючке. Таким образом мы будем делать в каждом ряду. Теперь приступаем ко второму ряду и для начала делаем 2 воздушные петли подъема. Теперь вот сюда же, куда мы провязывали соединительный столбик, делаем столбик с одним накидом. Делаю накид и провязываю сюда 1 столбик. Во втором ряду мы будем делать постоянные прибавки. То есть над каждым столбиком мы будем провязывать по 2 столбика с одним накидом. И так как у нас вот эти 2 воздушные петли подъема обозначают столбик с одним накидом, поэтому сюда же мы провязали еще 1 столбик. Теперь делаем накид, нахожу следующий столбик, вот он у нас, завожу крючок за обе стенки, вытягиваю рабочую нить и провязываю столбик. Теперь делаю накид и в это же отверстие провязываю второй столбик.
Таким образом мы сделали прибавку. Теперь делаем накид, находим следующий столбик, заводим крючок за обе стенки, вот таким образом, вытягиваем рабочую нить и теперь провязываю столбик с одним накидом. Далее опять делаю накид, в это же отверстие провязываю еще один столбик. Теперь в следующее отверстие провязываем также 2 столбика с одним накидом. И так делаем до конца ряда. В конце второго ряда у нас должно получиться 24 столбика с одним накидом. При этом помните, что 2 воздушные петли подъема у нас также обозначают 1 столбик. Второй ряд завершили и приступаем к третьему. Здесь опять в конце ряда делаем соединительный столбик. Вот у нас первая воздушная петля, вот вторая. Завожу крючок за заднюю стенку. Теперь подхватываю рабочую нить и провожу через петлю на крючке. Опять набираем 2 воздушные петли подъема. И в третьем ряду мы будем вязать следующую последовательность. Будем провязывать прибавку, далее просто столбик с одним накидом. Потом опять прибавку и столбик с одним накидом. И так до конца ряда. Таким образом делаю накид, сюда же, где воздушные петли, провязываю столбик с одним накидом. Таким образом у нас получается прибавка. Далее делаю накид, нахожу следующую петлю, вот она у нас, завожу крючок и провязываю один столбик с накидом. То есть сюда второй столбик мы уже не провязываем. Делаю накид, нахожу следующий столбик, провязываю сюда уже прибавку, то есть 2 столбика с одним накидом в одно отверстие. Сюда провязываю еще один. Теперь опять провязываю просто столбик с одним накидом, то есть делаю накид, нахожу следующую петлю, вот она у нас, ввожу крючок и провязываю один столбик. Далее в следующую петлю провязываю прибавку. Первый столбик и сюда же второй столбик. И повторяю так до конца ряда, чередуя прибавку и просто столбик с одним накидом. И в этом ряду у нас должно получиться 36 столбиков с одним накидом. Третий ряд завершили и в конце также делаем соединительный столбик. Находим вторую воздушную петлю и приступаем к четвертому ряду. Для начала опять набираем 2 воздушные петли подъема. И в это отверстие провязываем еще один столбик, то есть делаем прибавку. В этом ряду мы будем выполнять последовательность прибавка, далее просто 2 столбика с одним накидом в каждую из петель. Потом опять прибавка и опять 2 столбика. То есть делаю накид, нахожу следующую петлю. Вот она у нас. Ввожу крючок и провязываю один столбик с одним накидом. Далее делаю накид, нахожу следующий столбик, вот он у нас. Провязываю сюда также просто один столбик с одним накидом. Теперь в следующую уже петлю провязываю прибавку, то есть делаю накид и провязываю 2 столбика с одним накидом в одно отверстие. И повторяю так до конца ряда. Теперь 2 столбика, прибавка, 2 столбика в каждую из петель, прибавка. И так до конца ряда. В конце этого ряда должно получиться 48 столбиков с одним накидом, считая 2 воздушные петли также за столбик. И завершила четвертый ряд. Это был заключительный ряд с прибавками. Может получиться вот в виде такой тарелочки, а может получиться просто кружочком. И для ориентира диаметр этого кружочка, то есть вот это расстояние, если распрямить, у меня получается 18 сантиметров. Если у вас меньше, тогда провяжите еще один ряд с прибавками. Он вяжется вот таким образом. Делаем прибавку, далее 3 столбика с одним накидом. И потом опять прибавка. И так до конца ряда.
В таком случае у вас получится 60 столбиков с одним накидом. И теперь делаем соединительный столбик в конце этого ряда. Далее нужно будет провязать по 48 столбиков до нужной длины. То есть теперь мы вот здесь не делаем уже прибавку, где у нас 2 воздушные петли подъема, а уже вяжем над каждым столбиком по одному столбику. То есть здесь прибавлений уже никаких не делаю. Провязываю несколько рядов по 48 столбиков с одним накидом, без прибавлений. Вяжем до нужной длины. И вот так должно получиться. Я провязала 4 ряда по 48 столбиков с одним накидом. И по длине от бровей у вас должно оставаться примерно 2 сантиметра. То есть можно примерить и посмотреть, сколько рядов нужно провязать вам. А так длину можно регулировать самостоятельно. И теперь приступаем к вязанию оборки. Для этого набираем опять 2 воздушные петли подъема. И сюда же провязываем еще один столбик. Этот ряд мы будем провязывать прибавками. То есть над каждым столбиком мы будем провязывать по 2 столбика с одним накидом. И начиная с первого столбика начинаю делать прибавки. Таким образом, в этом ряду у нас должно получиться 96 петель. То есть мы увеличиваем количество столбиков в 2 раза. И должно получиться вот так. И теперь следующий ряд провяжем просто 96 столбиков с одним накидом. То есть уже без прибавлений, просто над каждым столбиком провязываем еще один. И здесь можно также длину регулировать, то есть можно примерить, посмотреть. И закончила ряд. Здесь нить обрезаем, вытягиваем, и нам остается ее закрепить. Закрепляем на изнаночной стороне с помощью крючка. Вытягиваем петлю и делаем вот такой узелок. Теперь мы с помощью крючка также протягиваем нить и обрезаем ее. Ну и все, нам теперь осталось только уши сделать. И их мы делаем точно так же, как мы начинали саму панаму, то есть делаю кольцо амигуруми, набираю 2 воздушные петли. Вытягиваю ниточку, но сейчас в кольцо мы будем провязывать 8 столбиков с одним накидом. 2 воздушные петли подъема здесь за столбик не считаю, то есть именно столбиков с одним накидом нужно провязать 8 штучек в сам круг. 8 столбиков провязали, и теперь затягиваем кольцо. Далее набираем 2 воздушные петли, то есть вот здесь соединительный столбик мы не делаем. Набираем 2 воздушные петли и вязание разворачиваем вот таким образом. Теперь мы будем вязать по обратной стороне. Но этот ряд мы будем вязать полустолбиками и будем провязывать прибавки. То есть у нас должно получиться 8 прибавок из полустолбиков. Они провязываются вот таким образом. Делаем накид, вводим крючок в первую петлю и провязываем сразу все 3 петли с крючка. Так мы получили полустолбик. Далее опять накид, сюда же провязываем второй полустолбик. И всего прибавок у нас должно быть 8 штук. В конечном счете у нас получится 16 полустолбиков. Довязываем их самостоятельно. И вот так у нас должно получиться. Сейчас обрезаем нить, оставляя примерно 20-25 сантиметров для того, чтобы пришить ухо. И нить опять вытягиваем.
Вот эту ниточку от начала вязания нам также нужно закрепить. И спрятать ее в полотне. После чего обрезать. Делаем еще одну такую деталь уже самостоятельно. И теперь нам остается пришить уши. Вот этот шов, где у нас воздушные петли, он у нас будет находиться сзади. Вот это вот у нас получается лицевая сторона. И теперь берем ухо, вставляем нить в иголку с большим ушком. Если у вас нет иголки с большим ушком, тогда можете пришивать обычными нитками, используя обычную иголку. И теперь от макушки я отмеряю 7 сантиметров. И отсюда начинаю пришивать. То есть это примерно третий ряд. То есть вот первый ряд, второй, третий. Конец третьего ряда. Теперь подхватываю ухо и подхватываю саму панаму. И вот таким образом пришиваем второе ухо. Ну а на этом сегодня все. Если ролик вам понравился, то оцените его лайком и комментарием. Всем пока!